Прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, объект размером с небольшой автомобиль движется сквозь межзвездное пространство. Его скорость более 60 тысяч километров в час. Расстояние от Земли – 24 миллиарда километров. Это Voyager 1, запущенный в 1977 году. Сигнал от него идет почти 22 часа. Аппарат все еще передает научные данные. За следующие 55 минут вы узнаете, какие именно измерения провел Voyager за пределами гелиосферы и почему эти данные заставили астрофизиков пересматривать модели. Никакой мистики. Никаких теорий заговора. Только научные факты, числа и физические механизмы. Вот 3 главных результата, которые мы разберем подробно. Результат первый. Плотность межзвездной плазмы за гелиопаузой оказалась выше в 4, а в некоторых измерениях до 40 раз, чем предсказывали модели до полета Voyager. Это прямое измерение, которое до сих пор не имеет полного теоретического объяснения. Результат второй. Инструменты зафиксировали стабильный плазменный сигнал с частотой 3 кГц. Это явление называется квазитепловой плазменной эмиссией. Частота сигнала позволяет вычислить плотность электронов. Постоянство частоты на протяжении многих лет указывает на неожиданную однородность межзвездной среды на масштабах в миллиарды километров. Результат третий. Граница гелиосферы оказалась не четкой линией, а размытой переходной зоной, которая пульсирует с амплитудой в сотни миллионов километров. Гелиосфера несимметрична. Ее форма зависит от направления движения Солнца через галактику и от ориентации межзвездного магнитного поля. Чтобы понять ценность данных Voyager, нужно знать, с какими ограничениями создавался этот аппарат. 5 сентября 1977 года. Мыс Канаверал. Ракета-носитель Титан-3И стартует с аппаратом массой 725 килограммов. Это Voyager 1. Через несколько недель за ним отправляется Voyager 2. Цель миссии на момент запуска – исследовать Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Внешние планеты Солнечной системы. Срок активной работы, заложенный инженерами, 4-5 лет. Электроника тех лет не была рассчитана на десятилетия космического полета. Бортовая память компьютеров измерялась килобайтами. 1 килобайт – это 1000 байт. Для сравнения, одна фотография на современном смартфоне занимает около 5 миллионов байт. Питание обеспечивают 3 радиоизотопных термоэлектрических генератора. В каждом – плутоний-238. При распаде плутония выделяется тепло, которое преобразуется в электричество. На момент запуска общая мощность составляла около 470 Вт. К 2023 году мощность упала примерно до 230 Вт. Потеря – около 4 Вт в год. Связь с Землей осуществляется через направленную антенну диаметром 3,7 метра. Мощность передатчика – 23 Вт. Это мощность лампочки в холодильнике. Сигнал распространяется со скоростью света, но из-за расстояния в 24 миллиарда километров задержка составляет почти 22 часа. То есть команда с Земли идет 22 часа, и ответ идет 22 часа. Научные инструменты на борту – 11 штук. К сегодняшнему дню часть из них отключена для экономии энергии, часть вышла из строя. Но те, что продолжают работать, включают магнитометр, детектор плазмы, детектор космических лучей и плазменно-волновой детектор. Именно эти приборы передали данные, о которых пойдет речь дальше. Почему аппараты работают так долго вопреки расчетам? Несколько причин. Во-первых, инженеры заложили избыточную надежность. Компоненты использовались с запасом по температуре и радиации. Во-вторых, траектория полета позволила использовать гравитационные маневры у планет-гигантов, что ускорило аппараты и сократило время путешествия к границе. В-третьих, ученые научились экономить энергию, отключая неиспользуемые приборы и периодически корректируя ориентацию антенны. Прошло 46 лет. Оба Voyager все еще работают. И данные, которые они передают сейчас, ценнее, чем данные с планет-гигантов, потому что это единственные прямые измерения из межзвездного пространства. Теперь нужно разобраться, что такое гелиосфера и солнечный ветер. Солнце постоянно выбрасывает в космос поток заряженных частиц. Это в основном протоны, электроны и альфа-частицы, которые представляют собой ядра гелия. Температура этой плазмы составляет около 100 тысяч градусов в районе орбиты Земли. Скорость частиц – от 300 до 800 км в секунду. Этот поток называется солнечным ветром. Солнечный ветер распространяется от Солнца во всех направлениях. Он создает вокруг звезды гигантскую полость, которую называют гелиосферой.
Внутри этой полости находится вся Солнечная система, 8 планет, пояс астероидов, облако Аорта. Снаружи начинается межзвездная среда. Это газ, пыль и магнитные поля, которые заполняют пространство между звездами. Граница, где давление солнечного ветра уравновешивается давлением межзвездной среды, называется гелиопаузой. До полетов вояджеров астрофизики рассчитывали положение этой границы теоретически. Использовались модели, учитывающие плотность и температуру солнечного ветра, плотность межзвездного газа и напряженность межзвездного магнитного поля. Расчеты давали расстояние около 120 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это 150 миллионов километров. Среднее расстояние от Земли до Солнца. Умножаем 120 на 150 миллионов. Получается 18 миллиардов километров. Считалось, что за этой границей начинается настоящий космический вакуум. Плотность межзвездной среды оценивалась в 0,05 частицы на кубический сантиметр. Для сравнения, в лабораторном вакууме на Земле плотность частиц составляет около 100 миллиардов на кубический сантиметр. В космосе на орбите Земли плотность составляет несколько тысяч частиц на кубический сантиметр. Внутри гелиосферы вблизи ее границы плотность составляет около 0,1 частицы на кубический сантиметр. То есть межзвездное пространство по моделям должно быть примерно в 10-20 раз разреженнее, чем гелиосфера вблизи границы. Эта модель была красивой и логичной. Voyager показал, что она неверна. Voyager 1 достиг гелиопаузы 25 августа 2012 года. Это был исторический момент. Впервые рукотворный объект покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездное пространство. Впервые ученые получили прямые, а не косвенные данные об этой области. И сразу начались расхождения с теорией. Первое, что обнаружил Voyager – пространство за гелиопаузой не пустое. Оно заполнено плазмой. Плотность межзвездной среды оказалась значительно выше всех предсказаний. Инструменты аппарата зафиксировали концентрацию электронов, превышающую расчетные значения в несколько раз. Ученые проверили калибровку приборов. Никаких ошибок не нашли. Предположили локальную аномалию, может быть, Voyager случайно попал в необычно плотный сгусток. Но данные продолжали поступать. Месяц за месяцем, год за годом. Плотность не падала. Более того, к 2020 году она выросла. По состоянию на 2021 год инструменты Voyager 1 показывали плотность межзвездной плазмы, которая примерно в 40 раз превышала плотность внутри гелиосферы вблизи границы. Вместо ожидаемых 0,05 частицы на кубический сантиметр приборы регистрировали от 0,1 до 0,2. Это кардинальное расхождение с моделями. Для физики плазмы и астрофизики это означает, что наше представление о структуре межзвездной среды на границе с гелиосферой требует серьезной корректировки. Второе важное открытие Voyager касается явления, которое в научных статьях называют квазитепловой плазменной эмиссией, а в научно-популярных текстах часто межзвездным гудением. Чтобы понять его природу, нужно разобраться, как вообще можно зарегистрировать и звук в космосе. В межзвездном пространстве нет воздуха в привычном понимании. Звуковые волны, которые распространяются через колебания молекул газа, там не работают. Однако там есть плазма – ионизированный газ, состоящий из заряженных частиц, электронов и ионов. Плазма может колебаться. Эти колебания создают волны давления и электромагнитные возмущения, которые способны регистрировать специальные приборы. На борту Voyager установлен плазменно-волновой детектор. Он измеряет электрические и магнитные колебания в окружающей среде. Частоты этих колебаний лежат в диапазоне, который после преобразования в звук может быть воспринят человеческим ухом. Когда ученые перевели данные детектора в аудиоформат, они получили устойчивый, монотонный, непрерывный сигнал. Частота этого сигнала составляет примерно 3 кГц. Для сравнения, верхняя граница слышимости молодого здорового человека – около 20 кГц, нижняя – примерно 16-20 Гц. 3 кГц – это достаточно высокий звук, близкий к ноте фа, 7-й октавы в музыкальном строе. Но важна не высота звука, а его постоянство. Плазменные волны в обычных условиях нестабильны. Они возникают из-за каких-то возмущений, например, после солнечной вспышки или прохождения ударной волны. Затем они распространяются через среду и постепенно затухают. Турбулентность создает хаотические паттерны. Частоты и амплитуды меняются во времени. Но межзвездное гудение, зафиксированное Voyager, ведет себя иначе. Оно практически не меняется. День за днем, месяц за месяцем, год за годом сигнал остается на одной и той же частоте с очень небольшой вариацией. Почему это важно? Потому что плазменная частота
или частота Лингмюра, зависит от плотности электронов. Чем больше электронов в единице объема, тем выше частота. Формула простая. Частота пропорциональна квадратному корню из плотности электронов. Измерив частоту сигнала, можно вычислить плотность плазмы. И именно таким способом ученые определили ту самую повышенную плотность межзвездной среды, о которой говорилось ранее. Сигнал в 3 кГц соответствует плотности электронов примерно от 0,1 до 0,2 на кубический сантиметр. Это в 5-10 раз выше, чем предсказывали модели до полетов Вояджеров. Таким образом, гудение – это не просто любопытный звуковой эффект, а ценный измерительный инструмент. Однако даже после того, как физики объяснили происхождение сигнала через квазицепловую эмиссию, остается один серьезный вопрос. Почему сигнал настолько стабилен во времени? Если межзвездная среда неоднородна, а теория говорит, что она должна быть неоднородной из-за турбулентности, ударных волн от сверхновых и гравитационных взаимодействий, частота плазменных колебаний должна меняться по мере движения Вояджера через разные области. Аппарат за 10 лет удалился от гелиопаузы на миллиарды километров. Логично ожидать, что плотность среды, а значит и частота сигнала, будет хотя бы немного меняться. Но Voyager фиксирует практически неизменную частоту. Это означает, что межзвездная среда в этом регионе удивительно однородна, по крайней мере на масштабах в десятки астрономических единиц. Такая степень однородности не предсказывалась ни одной моделью. Ученые выдвинули несколько гипотез. Первая. Возможно, мы наблюдаем не локальную плотность, а некий усредненный сигнал от большой области пространства. Вторая. Voyager все еще находится внутри структуры, связанной с гелиосферой, так называемом местном межзвездном облаке. Третье. Механизм генерации сигнала сложнее, чем простая квазицепловая эмиссия, и включает другие физические процессы, которые стабилизируют частоту. Окончательного ответа пока нет. Но сам факт существования такого стабильного сигнала – важное наблюдательное данное, которое нужно учитывать при построении будущих моделей. Третье важное открытие Вояджеров касается самой границы гелиосферы – гелиопаузы. До того, как аппараты достигли этой области, в астрофизике существовало представление о гелиопаузе как о достаточно четкой поверхности. Считалось, что внутри этой поверхности господствует солнечный ветер, а снаружи начинается чистая межзвездная среда. Переход должен быть резким, как граница между двумя несмешивающимися жидкостями. Voyager показал совершенно другую картину. Пересечение гелиопаузы оказалось не событием в один день, а длительным процессом. В 2012 году, когда Voyager 1 впервые зафиксировал резкое падение плотности солнечного ветра и рост галактических космических лучей, ученые объявили о выходе в межзвездное пространство. Но через несколько дней параметры вернулись к прежним значениям. Аппарат как будто нырнул обратно в гелиосферу, затем снова вышел, затем снова вернулся. Это продолжалось несколько месяцев. Voyager многократно пересекал границу в обе стороны. Одно из объяснений заключается в том, что сама граница движется. Гелиопауза не является статичной поверхностью, она пульсирует в ответ на изменения солнечной активности. Когда на Солнце происходит мощная вспышка или корональный выброс массы, поток солнечного ветра временно усиливается. Гелиосфера расширяется, и ее граница отодвигается наружу. Voyager, который находится вблизи среднего положения границы, оказывается внутри. Когда выброс проходит, давление возвращается к норме, межзвездная среда сжимает пузырь обратно, и граница движется внутрь, снова проходя через аппарат. Амплитуда таких пульсаций может достигать сотен миллионов километров. Для сравнения, это расстояние, которое свет проходит за несколько минут, а граница преодолевает его за дни или недели. Это прямое свидетельство того, что гелиосфера дышит. Другой неожиданный результат. Гелиосфера несимметрична. Долгое время ученые представляли ее форму, похожей на комету, с округлой головой, обращенной в сторону движения Солнца через галактику, и длинным хвостом, тянущимся в противоположную сторону. Эта модель была красивой и логичной, но данные Voyager'ов ее не подтвердили. Voyager 1 пересек терминальную ударную волну, область, где солнечный ветер резко замедляется перед встречей с межзвездной средой на расстоянии примерно 94 астрономических единиц от Солнца. Voyager 2 пересек эту же границу в 2007 году на расстоянии примерно 84 астрономических единиц. Разница в 10 астрономических единиц – это около 1,5 миллиарда километров. Гелиосфера оказалась сплюснутой с одной стороны и вытянутой с другой.
Форма зависит от направления движения Солнца относительно межзвездной среды и от ориентации межзвездного магнитного поля. Современные модели описывают форму гелиосферы как нечто, напоминающее круассан или медузу. Это не строгая научная терминология, а скорее образное описание сложной трехмерной структуры, которую ученые продолжают уточнять по мере поступления новых данных от Voyager'ов и других миссий. Окончательной модели, которая объясняла бы все наблюдения, пока нет. Теперь поговорим о магнитных полях. На борту каждого Voyager'а установлен магнитометр, 2 чувствительных датчика, закрепленных на длинной штанге длиной 13 метров. Такая конструкция нужна, чтобы исключить влияние магнитных полей самого зонда. Датчики способны регистрировать поля напряженностью в несколько нанотесла. Для сравнения, магнитное поле Земли на поверхности составляет около 30-60 микротесла, то есть в 1000 раз сильнее. 1 нанотесла – это 1 миллиардная тесла. 1 микротесла – это 1 миллионная тесла. То есть магнитометр Voyager'а измеряет поля, которые в 1000 раз слабее земного. Пока Voyager'ы находились внутри гелиосферы, магнитометры фиксировали характерную структуру солнечного магнитного поля. Силовые линии этого поля имеют форму спирали Архимеда. Они наматываются на Солнце, следуя за его вращением. Угол наклона, направление и интенсивность полностью соответствовали расчетам. Никаких сюрпризов на этом этапе не было. Все изменилось при пересечении гелиопаузы. Когда Voyager 1 вышел в межзвездное пространство, направление магнитного поля изменилось примерно на 45 градусов. Интенсивность осталась примерно на том же уровне, около 0,4 нанотесла. Но характер поля стал совершенно иным. Вместо упорядоченной спиральной структуры, создаваемой вращением Солнца, магнитометр начал регистрировать более хаотичные турбулентные флуктуации. Это поле создавалось не нашей звездой, а галактическими процессами. Межзвездное магнитное поле оказалось ориентировано под неожиданным углом к плоскости галактики. Почему это важно? Потому что магнитные поля играют ключевую роль в формировании гелиосферы. Они влияют на ее форму, стабильность и проницаемость для космических лучей. Неправильная ориентация внешнего поля означает, что наши модели взаимодействия гелиосферы с межзвездной средой были слишком упрощенными. Ученые полагают, что межзвездное магнитное поле сформировалось миллиарды лет назад, когда наша галактика только приобретала современную структуру. Вращение галактики, движение газовых облаков, взрывы сверхновых – все эти процессы создавали и усиливали магнитные поля. Со временем они пронизали все межзвездное пространство. Однако детали этого процесса до сих пор не ясны. Астрофизики не могут точно объяснить, почему поле имеет именно такую напряженность и ориентацию. Voyager'ы дали экспериментальные данные, но не дали готовых ответов. Это нормальная ситуация для науки. Сначала измерения, потом гипотезы, потом их проверка новыми миссиями. По пути к границе, еще внутри гелиосферы, Voyager'ы обнаружили структуры, которые ученые назвали магнитными пузырями. Это области, где силовые линии магнитного поля закручиваются в замкнутые петли, напоминающие пузыри. Их диаметр составляет примерно 160 миллионов километров. Это примерно как расстояние от Земли до Солнца. Аппараты пролетали сквозь десятки таких пузырей, фиксируя резкие изменения магнитного поля на их границах. Происхождение этих структур остается предметом научных дискуссий. Одна гипотеза. Пузыри образуются из-за нестабильности солнечного магнитного поля. Каждые 11 лет Солнце меняет свою магнитную полярность. Северный и южный полюса меняются местами. Это создает волны в солнечном ветре, которые распространяются наружу. Когда эти волны достигают внешней части гелиосферы, турбулентность может закручивать их в пузыреподобные структуры. Другая гипотеза. Пузыри возникают в результате взаимодействия солнечного и межзвездного магнитных полей на границе гелиосферы. Процесс магнитного пересоединения, разрыва и сращивания силовых линий высвобождает огромную энергию и создает сложные топологические структуры. Ни одна из гипотез пока не объясняет все наблюдаемые особенности. Почему пузыри имеют примерно одинаковый размер, почему их границы такие четкие, почему они встречаются только в определенной зоне гелиосферы. Следующая важная тема – измерение галактических космических лучей. Это высокоэнергетические частицы, протоны, ядра гелия, более тяжелые ионы, которые несутся через галактику со скоростями, близкими к скорости света. Их энергия может достигать миллионов и миллиардов электрон-вольт. Для сравнения, самые мощные ускорители частиц на Земле разгоняют протоны до примерно 7000 миллиардов электрон-вольт, а некоторые космические лучи имеют энергию в сотни и тысячи
раз выше. 1 электрон-вольт – это энергия, которую получает один электрон при прохождении разности потенциалов в 1 вольт. Миллиард электрон-вольт – это гига-электрон-вольт. 1000 миллиардов электрон-вольт – это тера-электрон-вольт. Внутри гелиосферы Солнце и солнечный ветер защищают планеты от большей части галактических космических лучей. Магнитное поле гелиосферы и поток заряженных частиц отклоняют высокоэнергичную радиацию, не давая ей проникнуть к внутренним планетам. Без этой защиты жизнь на Земле была бы невозможна, космические лучи разрушают молекулы ДНК, вызывают мутации и повреждают клетки. За пределами гелиопаузы такой защиты нет. Там полная экспозиция. И Voyager впервые провел прямые измерения интенсивности космических лучей в межзвездном пространстве. Интенсивность галактических космических лучей за гелиопаузой оказалась примерно в 2 раза выше, чем внутри гелиосферы вблизи границы. Это означает, что гелиосфера блокирует около половины всех высокоэнергетических частиц, поступающих из галактики. Половина – это много. Но половина – это не все. Значительная часть радиации все равно проникает внутрь и в конечном счете достигает Земли. Более того, детекторы Voyager зафиксировали неожиданные кратковременные всплески интенсивности, резкие скачки потока космических лучей, которые не коррелировали ни с какими известными событиями на Солнце или в ближайшем космосе. Всплески длились от нескольких дней до нескольких недель, а потом также внезапно прекращались. Ученые назвали эти явления аномалиями космических лучей. Их происхождение пока не установлено. Возможные объяснения включают отголоски далеких сверхновых, ударные волны в межзвездной среде или прохождение Voyager через неоднородности плотности плазмы. Точного ответа нет. Детектор космических лучей на борту Voyager способен определять не только энергию частиц, но и их химический состав. И здесь было сделано еще одно интересное открытие. Среди частиц, приходящих из межзвездного пространства, обнаружены ядра тяжелых элементов – железа, никеля и даже более массивных. Эти элементы не могут образоваться в обычных звездах в ходе термоядерного синтеза. Для их синтеза нужны экстремальные условия – взрывы сверхновых или слияние нейтронных звезд. Каждое такое ядро, зарегистрированное детектором Voyager, это осколок мертвой звезды. Частица, которая была выброшена в космос миллионы или даже миллиарды лет назад и странствовала по галактике, пока случайно не столкнулась с маленьким земным аппаратом на окраине Солнечной системы. Концентрация этих тяжелых ядер в межзвездных космических лучах также оказалась выше, чем предсказывали модели. Это еще одно расхождение, которое требует объяснения. 12 декабря 2004 года произошло событие, которое изменило понимание внутренней структуры границы Солнечной системы. Voyager 1 находился на расстоянии примерно 94 астрономических единиц от Солнца. Это около 14 миллиардов километров. В этот день его приборы зафиксировали резкое падение скорости солнечного ветра, рост турбулентности магнитного поля и скачок температуры плазмы в десятки раз. Аппарат пересек так называемую терминальную ударную волну. Что это такое? Солнечный ветер распространяется от Солнца со сверхзвуковой скоростью. В районе орбиты Земли это около 400 км в секунду. Но на расстоянии примерно 80-100 астрономических единиц солнечный ветер начинает сталкиваться с сопротивлением межзвездной среды. Межзвездный газ и пыль, а также межзвездное магнитное поле создают давление, которое не пускает солнечный ветер дальше. Происходит резкое замедление. Этот переход не плавный, а скачкообразный, как ударная волна перед самолетом, преодолевающим звуковой барьер, только масштабы космические. Когда солнечный ветер резко замедляется, его кинетическая энергия, энергия движения, превращается в тепловую. Температура плазмы возрастает с примерно 10 тысяч градусов до миллиона градусов и выше. Частицы начинают хаотично двигаться, сталкиваясь друг с другом. Магнитные поля, вмороженные в плазму, закручиваются в сложные структуры. Эта область между терминальной ударной волной и гелиопаузой называется гелиослоем. Английский термин – heliosheath. Voyager 1 провел в гелиослое почти 8 лет, с 2004 по 2012 год. 8 лет полета через турбулентное море раскаленной плазмы. И то, что он там обнаружил, не соответствовало предсказаниям. Гелиослой оказался гораздо более хаотичным, чем моделировали ученые. Магнитное поле менялось не только по интенсивности, но и по направлению, причем иногда очень резко, за считанные дни. Температура плазмы колебалась в широких пределах, от нескольких сотен тысяч градусов до нескольких миллионов. Инструменты регистрировали магнитные пузыри, о которых мы говорили ранее. Voyager 2
пересек терминальную ударную волну в 2007 году. Он сделал это на расстоянии примерно 84 астрономических единиц от Солнца. Это значительно ближе к Солнцу, чем у его близнеца. Разница – 10 астрономических единиц, 1,5 миллиарда километров. Это еще одно подтверждение асимметрии гелиосферы. Аппараты, находившиеся на примерно одинаковом удалении от Солнца, но в разных направлениях, видели совершенно разные условия. Турбулентность в гелиослое, измеренная Voyager 2, имела другой характер. Температура плазмы отличалась. Магнитные пузыри были менее выраженными. Давление межзвездной среды с той стороны оказалось иным. Это открытие имеет глубокие последствия для нашего понимания гелиосферы. Мы привыкли думать о ней как о сфере, симметричной оболочке вокруг Солнца. Учебники и популярные статьи часто рисуют гелиосферу как круглый или слегка вытянутый пузырь. Но реальность оказалась сложнее. Гелиосфера – это деформированная, асимметричная, постоянно меняющаяся структура. Ее форма зависит от направления движения Солнца через галактику, от ориентации межзвездного магнитного поля, от фазы 11-летнего солнечного цикла, от недавних солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Все это создает сложную четырехмерную картину, 3 пространственных измерения плюс время, которую мы только начинаем понимать. В 2015 году произошло событие, которое продемонстрировало еще одну грань этой сложности. Мощный солнечный выброс, произошедший в марте 2012 года, наконец достиг межзвездного пространства. Voyager 1 зафиксировал его прохождение. Резкий скачок плотности плазмы и магнитного поля. Но скорость, с которой выброс двигался через гелиослой и межзвездную среду, оказалась неожиданной. По расчетам, выброс должен был достичь аппарата примерно за год. В реальности потребовалось 3 года, что-то замедлило его, что-то поглотило часть его энергии. Ученые предположили, что это связано с турбулентностью гелиослоя. Магнитные пузыри рассеивали и перенаправляли поток плазмы, уменьшая его скорость. Кроме того, часть энергии выброса ушла на нагрев окружающей плазмы. Но точный механизм замедления остается неясным. Это важно не только с научной точки зрения. Это имеет практическое значение для будущих межзвездных миссий. Если мы когда-нибудь отправим зонды к другим звездам, им придется пересечь гелиослой и выйти в межзвездное пространство. Понимание того, какие условия – плотность, температура, магнитные поля, турбулентность – их там ждут. Критически важно для проектирования этих аппаратов. Нужно рассчитывать траектории, выбирать материалы, защиту от радиации, системы связи. И пока наше понимание остается неполным. Теперь давайте посмотрим на более широкий контекст. Межзвездное пространство, в которое вышел Voyager, не является статичной пустотой. Это динамичная среда, в которой постоянно происходят процессы огромной энергии. Один из главных источников этой энергии – сверхновые. Каждые несколько десятилетий где-то в нашей галактике взрывается сверхновая, массивная звезда, исчерпавшая свое ядерное топливо. За доли секунды она высвобождает энергию, равную всей энергии, которую Солнце выделит за 10 миллиардов лет своего существования. Эта энергия расходится во все стороны ударной волной, несущей раскаленный газ, тяжелые элементы и потоки радиации. Ударные волны сверхновых распространяются через межзвездную среду со скоростью около 1000 км в секунду. Они сжимают газ, нагревают его до миллионов градусов, ускоряют частицы до околосветовых скоростей. Именно сверхновые создают большую часть галактических космических лучей. Тех самых высокоэнергетических частиц, от которых нас защищает гелиосфера. Кроме того, сверхновые синтезируют тяжелые элементы – углерод, кислород, железо, золото, уран – и выбрасывают их в межзвездное пространство. Из этих элементов потом формируются новые звезды и планеты, в том числе наша Земля и все, что на ней есть. Наша Солнечная система находится в относительно спокойном районе галактики. Мы не в центре, где плотность звезд высока, и сверхновые взрываются чаще. Мы на окраине, в одном из спиральных рукавов. Последняя близкая сверхновая взорвалась около 2 миллионов лет назад, на расстоянии примерно 300 световых лет. 1 световой год – это расстояние, которое свет проходит за год, около 9,5 триллионов километров. 300 световых лет – это почти 3000 триллионов километров. Для масштаба. Расстояние от Солнца до ближайшей звезды, Проксимы Центавра – 4,24 светового года. Эта сверхновая, взорвавшаяся 2 миллиона лет назад, оставила после себя расширяющуюся оболочку горячего газа.
Астрономы видят ее в рентгеновском диапазоне и называют петлей Барнарда. Этот взрыв создал так называемый местный пузырь, область пониженной плотности межзвездной среды, внутри которой сейчас находится Солнце. Местный пузырь имеет размер около 300 световых лет в поперечнике. Плотность газа внутри него примерно в 10 раз ниже, чем в среднем по галактике. Voyager сейчас пролетает через край этого местного пузыря. Данные, которые он передает – плотность плазмы, температура, магнитные поля, потоки частиц – это характеристики той среды, через которую мы движемся. И эти данные рассказывают нам о последствиях того древнего взрыва. Мы буквально летим сквозь вещество, выброшенное звездой, которое погибло 2 миллиона лет назад. Но местный пузырь – не единственное наследие сверхновых. Вся межзвездная среда структурирована их взрывами. Горячие пузыри, созданные отдельными сверхновыми, сливаются в суперпузыри. Суперпузыри образуют сложную пенообразную структуру, заполняющую галактику. Плотный холодный газ, температура которого всего несколько десятков градусов выше абсолютного нуля, концентрируется в стенках этой пены. Разреженный горячий газ, нагретый до миллионов градусов, заполняет полости. Наша Солнечная система движется через эту структуру. Скорость движения Солнечной системы относительно ближайших звезд и межзвездной среды составляет около 20 км в секунду. Это называется пекулярной скоростью Солнца. За последние несколько миллионов лет мы пересекли границу местного пузыря и вошли внутрь него. Через несколько миллионов лет мы выйдем с другой стороны и окажемся в области более плотной межзвездной среды. Возможно, в одной из стенок пузыря, где плотность газа выше. Когда это произойдет, условия на границе нашей гелиосферы изменятся. Давление извне возрастет. Защитный пузырь, создаваемый солнечным ветром, сожмется. Поток галактических космических лучей, достигающих внутренних планет, включая Землю, увеличится. Геологическая летопись содержит следы подобных событий. Ученые анализируют изотопный состав древних горных пород, например, железо-60 и алюминий-26. Эти изотопы не могут образовываться на Земле естественным путем. Они синтезируются только при взрывах сверхновых. Их наличие в древних отложениях – прямое доказательство того, что Земля в прошлом подвергалась облучению от близких сверхновых. Такие находки есть в отложениях возрастом около 2-3 миллионов лет и около 8 миллионов лет. Интенсивность космических лучей в те периоды была выше. Эти периоды повышенной радиации коррелируют с некоторыми изменениями в климате и биосфере. Корреляция не доказывает причинно-следственной связи. Но она заставляет задуматься о том, насколько судьба Земли связана с движением Солнечной системы через галактику и с тем, что происходит в межзвездной среде. Voyager не может непосредственно наблюдать сверхновые или их остатки. Он слишком далеко от ближайших из них, и его инструменты не предназначены для таких наблюдений. Но он регистрирует последствия. Космические лучи, ускоренные в ударных волнах древних взрывов, несут информацию о событиях, произошедших миллионы лет назад и за миллионы световых лет от нас. Есть еще один тип космических катастроф, который стоит упомянуть – гамма-всплески. Это короткие, невероятно яркие вспышки гамма-излучения, которые за секунды выделяют больше энергии, чем Солнце за все время своего существования. 10-миллиардная история Солнца – ничто по сравнению с секундой гамма-всплеска. Гамма-всплески бывают двух типов. Длинные гамма-всплески, длящиеся от нескольких секунд до нескольких минут, связаны со смертью сверхмассивных звезд, которые коллапсируют в черные дыры. Короткие гамма-всплески, длящиеся менее 2 секунд, происходят при столкновении нейтронных звезд или слиянии нейтронной звезды с черной дырой. 17 августа 2017 года детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зарегистрировали слияние 2 нейтронных звезд. Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли. Через 2 секунды после регистрации гравитационных волн космические обсерватории, включая телескоп Ферми и обсерваторию Интеграл, зафиксировали гамма-всплеск, пришедший из той же точки неба. Впервые в истории одно и то же космическое событие наблюдалось и в гравитационных волнах, и в электромагнитном излучении, от гамма-лучей до радиоволн. Что же произошло? 2 нейтронные звезды. Каждая имеет массу примерно 1,5 Солнца, но при этом ее диаметр составляет всего около 20 километров. Это плотность, при которой 1 кубический сантиметр вещества весит миллиарды тонн. Эти 2 звезды вращались вокруг друг друга. Потеря энергии на излучение гравитационных волн заставляла их сближаться. В последние секунды перед столкновением они совершали сотни оборотов в секунду. Потом они столкнулись, слились и взорвались.
Энергия этого взрыва составила около 10 в 47 степени джоулей. Это число настолько огромно, что не имеет аналогов в человеческом опыте. Если бы можно было преобразовать всю массу Земли в чистую энергию по формуле Эйнштейна E равно mc квадрат, получилось бы примерно 5 на 10 в 41 степени джоулей. Столкновение нейтронных звезд выделило в 300 миллиардов раз больше энергии. И это столкновение произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет. Достаточно далеко, чтобы не представлять угрозы. Но подобные события могут происходить и ближе. В нашей галактике существуют пары нейтронных звезд, которые медленно сближаются. Однажды они столкнутся. Одна из известных пар – двойной пульсар ПСРБ 1913 плюс 16, открытый в 1974 году. Его орбита сжимается, и через 300 миллионов лет звезды сольются. Гамма-всплеск от столкновения нейтронных звезд – это не сферический взрыв. Энергия выбрасывается в двух узких конусах, направленных вдоль оси вращения системы. Если Земля окажется на пути одного из таких конусов, последствия будут катастрофическими. Гамма-излучение разрушит озоновый слой в верхних слоях атмосферы. Ультрафиолетовое излучение Солнца, которое сейчас задерживается озоном, беспрепятственно достигнет поверхности. Это вызовет массовую гибель организмов, особенно тех, которые находятся на суше и в верхних слоях океана. Фотосинтез нарушится, пищевые цепи рухнут. К счастью, вероятность того, что близкий гамма-всплеск будет направлен точно на нас, крайне мала. Узкий конус должен попасть в Землю, а Земля – маленькая мишень. Но за миллиарды лет существования Земли такие события, вероятно, происходили. Некоторые исследователи связывают ордовикско-силурийское вымирание, одно из 5 великих вымираний в истории Земли, с близким гамма-всплеском. 445 миллионов лет назад около 85% морских видов исчезло. Причина до сих пор остается предметом споров. И гамма-всплеск – одна из гипотез, наряду с вулканизмом и падением астероида. Voyager не может обнаружить источники будущих гамма-всплесков. Его инструменты не предназначены для поиска нейтронных звезд или массивных умирающих звезд. Но он летит через пространство, сформированное их взрывами. Он измеряет среду, созданную их энергией. И каждый раз, когда его детекторы фиксируют аномалию, скачок в потоке космических лучей, изменение магнитного поля, необъяснимое возмущение плазмы, это потенциальный отголосок какой-то далекой катастрофы, возможно, произошедшей миллионы лет назад. Теперь вернемся к более локальным процессам, непосредственно влияющим на Voyager сегодня. Солнечная система движется через галактику не по пустому пространству. Она движется через сложную структуру из газа, пыли и магнитных полей. Эта структура неоднородна. Есть области повышенной плотности, их называют межзвездными облаками. Есть области пониженной плотности, полости, выдутые сверхновыми. Есть границы между этими областями, где происходят ударные волны и турбулентность. Прямо сейчас Солнечная система находится внутри так называемого местного межзвездного облака. И это область теплого, относительно разреженного водорода. Температура газа в этом облаке около 7000 градусов. Плотность примерно 0,1 атома на кубический сантиметр. Размер облака около 30 световых лет в поперечнике. Это облако – часть более крупной структуры – местного пузыря, о котором мы говорили. Мы вошли в это облако примерно 40-50 тысяч лет назад и выйдем из него через 10-20 тысяч лет. Voyager сейчас пролетает через внешний край этого облака. Данные, которые он передает – плотность плазмы, температура, магнитное поле, потоки частиц – это характеристики именно той среды, через которую мы сейчас движемся. И эти данные показывают, что условия на границе облака отличаются от условий внутри. Когда Солнечная система выйдет из местного межзвездного облака, она может оказаться в области иной плотности. Возможно, в еще более разреженной области внутри местного пузыря, а возможно, в одной из более плотных стенок пузыря. Если плотность внешней среды будет выше, давление на гелиосферу возрастет. Гелиосфера сожмется, ее размер уменьшится. Больше галактических космических лучей сможет проникнуть к внутренним планетам. Уровень радиации на поверхности Земли повысится. Насколько именно? Это зависит от того, насколько плотной окажется среда. По некоторым оценкам, при прохождении через плотное межзвездное облако плотностью в 10-100 раз выше текущей, поток космических лучей может увеличиться в 2-3 раза. Это не катастрофа, но это значительное изменение радиационного фона. Существуют гипотезы, связывающие интенсивность космических лучей с образованием облаков.
Космические лучи ионизируют атмосферу, что может влиять на образование аэрозолей, а те, в свою очередь, на облачность. Облачность влияет на альбедо Земли, отражение солнечного света и, следовательно, на климат. Это сложная цепочка, и многие звенья в ней не доказаны. Но гипотеза существует, и она проверяется. 10-20 тысяч лет до выхода из облака – это много по человеческим меркам. За это время человечество может измениться до неузнаваемости. Но по геологическим меркам это мгновение. Для планеты в целом такие переходы не являются чем-то необычным. Земля переживала их много раз. А Voyager дает нам уникальную возможность заглянуть в будущее. Увидеть, какие свойства имеет среда, в которую мы движемся. Измерить ее плотность, температуру, магнитные поля до того, как мы в нее войдем. Это как разведка боем, только разведку ведет маленький аппарат на окраине Солнечной системы. Теперь давайте поговорим о том, как именно работают инструменты Voyager, чтобы вы понимали, откуда берутся все эти цифры. На борту каждого из двух аппаратов изначально было установлено по 11 научных приборов. Часть из них отключена для экономии энергии, часть вышла из строя. Но те, что продолжают работать, это настоящие ветераны космической техники. Первый ключевой инструмент – детектор плазмы. Он измеряет потоки заряженных частиц, электронов и ионов. Внутри гелиосферы детектор регистрировал солнечный ветер. Температура этой плазмы достигала сотен тысяч градусов. Из-за крайне низкой плотности эта плазма не могла передать тепло никакому объекту. Скорость частиц составляла от 400 до 800 км в секунду. Когда Voyager 1 пересек гелиопаузу, показания резко изменились. Поток солнечного ветра практически исчез. Вместо него детектор начал регистрировать другую плазму. Более холодную, более плотную, движущуюся в ином направлении. Это была межзвездная среда. Материя, которую до этого момента никто никогда не измерял напрямую. Температура межзвездной плазмы оказалась относительно холодной, около 6000 градусов. Это в десятки раз меньше, чем температура солнечного ветра. Но плотность, как мы уже знаем, оказалась загадкой. Детектор фиксировал примерно 0,1. 0,2 частицы на кубический сантиметр. Для межзвездного пространства это огромная величина в 5-10 раз выше предсказаний. Второй ключевой инструмент – магнитометр. Два чувствительных датчика установлены на 13-метровой штанге. Это нужно, чтобы исключить влияние магнитных полей самого аппарата, его электроники и токов в проводах. Датчики способны регистрировать магнитные поля напряженностью в несколько нанотесла. 1 нанотесла – это 1 миллиардная доля Тесла. Для сравнения, магнитное поле холодильника около миллитесла, то есть в миллион раз сильнее. Поле Земли – 30-60 микротесла, то есть в 1000 раз сильнее. Магнитометр Voyager – это сверхчувствительный прибор, который измеряет ничтожно слабые поля. Внутри гелиосферы магнитометр фиксировал спиральную структуру солнечного магнитного поля. Силовые линии закручиваются вокруг Солнца, вращаясь вместе с ним. Угол наклона, направление, интенсивность – все соответствовало расчетам. При пересечении гелиопаузы произошел резкий переход. Направление магнитного поля изменилось примерно на 45 градусов. Интенсивность осталась примерно той же – около 0,4 нанотесла. Но характер поля стал совершенно иным. Вместо спиральной структуры магнитометр начал регистрировать хаотичные турбулентные колебания. Это поле создавалось не Солнцем, а галактическими процессами. Третий ключевой инструмент – детектор космических лучей. Это сложный прибор, состоящий из нескольких телескопов и сенсоров. Он способен регистрировать высокоэнергетические частицы, протоны, ядра гелия, более тяжелые ионы. Внутри гелиосферы Солнце защищает нас от большей части этих частиц. За гелиопаузой защиты нет. Детектор показал, что интенсивность космических лучей снаружи примерно в 2 раза выше, чем внутри вблизи границы. Также детектор определяет химический состав частиц. Именно с его помощью нашли ядра железа, никеля и других тяжелых элементов, приходящих из межзвездного пространства. Четвертый ключевой инструмент – плазменно-волновой детектор. Именно он зафиксировал сигнал на частоте 3 кГц. Принцип работы. Он измеряет электрические и магнитные колебания в плазме. Частоты этих колебаний лежат в звуковом диапазоне. Ученые преобразовали данные в аудиофайлы и услышали тот самый монотонный гул. По частоте этого гула вычисляется плотность электронов. Это, по сути, косвенный, но очень точный метод измерения. Все эти приборы работают до сих пор.
Некоторые из них были созданы в середине 70-х годов прошлого века. В них нет современных микросхем, нет твердотельной памяти, нет цифровой обработки сигналов в том виде, к которому мы привыкли. Все работает на аналоговых схемах и простейших цифровых логических элементах. И эта техника продолжает передавать данные из межзвездного пространства. Что ждет Voyager и дальше? Ресурс их радиоизотопных генераторов ограничен. Плутоний-238 имеет период полураспада 87,7 года. Каждые 88 лет его количество уменьшается вдвое. Соответственно, уменьшается и вырабатываемая мощность. Сейчас мощность каждого генератора упала примерно на 40% от начальной. Ученые и инженеры НАСА составляют график отключения приборов, чтобы максимально продлить работу аппаратов. Сначала отключают наименее важные приборы. Потом те, которые потребляют больше энергии. К 2025 году по планам будет отключено уже несколько инструментов. Примерно к 2030 году мощности генераторов не хватит даже для поддержания работы передатчика. Передатчик замолчит. Вояджеры перестанут отвечать на сигналы с Земли. Но они не остановятся, они продолжат движение по инерции, скорость каждого более 60 тысяч километров в час. Никакие силы в межзвездном пространстве не могут их заметно замедлить. Плотность газа слишком низкая. Гравитационные поля далеких звезд слишком слабы. Они будут лететь миллионы и миллиарды лет. Через 40 тысяч лет Voyager 1 пройдет на расстоянии около 1 светового года от звезды Глиза, 445 в созвездии Жирафа. Через 296 тысяч лет он пройдет в 4 световых годах от звезды Сириус, самой яркой звезды на нашем ночном небе. Через миллионы лет он покинет окрестности Солнца и затеряется среди звезд галактического диска. Через миллиарды лет, если ничего не столкнется с ним, он будет все еще существовать. Холодный, темный, молчаливый. В 2030-х годах, если планы не изменятся, должен стартовать новый межзвездный зонд. Проект называется Interstellar Probe, или Voyager следующего поколения. Он будет быстрее, тяжелее и с более современными приборами. Он сможет достичь гелиопаузы не через 35 лет, как Voyager'ы, а через 15-20. Он будет иметь более чувствительные детекторы, более мощный передатчик, более совершенную систему энергоснабжения. Но до тех пор Voyager'ы остаются единственным источником прямых данных из межзвездного пространства. Теперь подведем итог. 3 главных открытия Voyager'ов за гелиопаузой. Первое. Плотность межзвездной плазмы оказалась выше расчетной в 4,40 раз. Вместо ожидаемых 0,5 частицы на кубический сантиметр фактические значения составили от 0,1 до 0,2. Это означает, что наши модели межзвездной среды и ее взаимодействия с гелиосферой требуют пересмотра. Второе. Плазменный сигнал на частоте 3 кГц, называемый квазитепловой плазменной эмиссией, оказался удивительно стабильным. Постоянство частоты на протяжении многих лет и на масштабах в миллиарды километров указывает на неожиданную однородность межзвездной среды в этом регионе. Такая однородность не предсказывалась теориями. Третье. Граница гелиосферы, гелиопауза, не является четкой линией. Это размытая переходная зона, которая пульсирует с амплитудой в сотни миллионов километров. Гелиосфера асимметрична. Ее форма зависит от направления движения Солнца через галактику и от ориентации межзвездного магнитного поля. Расстояние до терминальной ударной волны различается на 10 астрономических единиц в разных направлениях. Кроме того, Voyager'ы передали ценные данные о магнитных полях внутри гелиосферы, в гелиослое и за гелиопаузой. Обнаружены магнитные пузыри неясной природы. Получены измерения космических лучей. Их интенсивность за гелиопаузой в 2 раза выше, а состав включает тяжелые элементы из сверхновых. Зафиксированы аномальные всплески космических лучей, природа которых пока не установлена. Эти данные уже используются для построения новых моделей. Они учитываются при проектировании следующего межзвездного зонда. Они меняют наше понимание того, насколько уязвима наша гелиосфера и насколько агрессивна среда, которая ее окружает. Но главное, что Voyager'ы сделали, они показали, что прямые измерения работают. Можно отправить аппарат за миллиарды километров, и он будет передавать данные десятилетиями. Можно создать приборы, которые проработают полвека в условиях радиации, холода и вакуума. Можно построить сеть антенн, способную принять сигнал мощностью 23 Ватта с расстояния в 24 миллиарда километров. Это инженерное достижение само по себе не менее важно, чем научные открытия.
Voyager доказали, что межзвездные миссии возможны. Следующие зонды будут быстрее, умнее и долговечнее. И, возможно, именно они ответят на вопросы, которые оставили без ответа Voyager. Почему плотность межзвездной среды такая высокая? Почему плазменный сигнал настолько стабилен? Как именно форма гелиосферы зависит от магнитных полей? Что вызывает аномальные всплески космических лучей? До получения этих ответов могут пройти десятилетия, но Voyager продолжат свой путь. И даже когда они замолкнут, они останутся самыми далекими посланниками человечества. На их борту золотые пластины с записями звуков Земли, изображениями людей и животных, картой расположения Солнца среди ближайших пульсаров. Это послание, рассчитанное на миллиарды лет. Шанс, что его кто-то найдет, практически равен нулю. Но сам факт его существования важен. Он говорит о том, что мы, люди, способны думать о будущем, которое нас переживет. Способны отправлять вести тем, кого никогда не встретим. Способны строить мосты через бездну времени и пространства. Voyager летят дальше. Каждый день 1,5 миллиона километров. Каждый год 570 миллионов. Скорость, с которой они удаляются, не снижается. Гравитация Солнца почти не влияет на них на таком расстоянии. Они вышли на гиперболическую траекторию, ту, с которой не возвращаются. В этом видео мы разобрали 3 главных научных результата миссии Voyager за пределами гелиосферы. Плотность плазмы выше расчетной. Стабильный плазменный сигнал. Пульсирующая и асимметричная граница. Если вы хотите узнать больше о том, как устроены приборы Voyager, как именно измеряется плотность плазмы по частоте сигнала или какие еще аномалии зафиксировали детекторы, это темы для следующих материалов. А сейчас спасибо, что были с нами. Voyager 1 находится в 24 миллиардах километров от Земли. Сигнал от него идет почти 22 часа. Он все еще передает данные, и мы все еще их принимаем.